Всем добрый день! Я сегодня буду делать очень нежное, деликатное мыло, овсяное на цельном козьем молоке. И предлагаю вам попробовать изготовить этот вид мыла, так как никто не может остаться равнодушен к этой кремовой, плотной и обильной пене и невероятным ощущениям во время мытья. Итак, я надеюсь, вы помните о технике безопасности при работе со щелочью и не будете пренебрегать ней, дабы сохранить собственное здоровье и здоровье ваших близких. Итак, перчатки, длинный рукав, очки и маска или респиратор. Вначале я отмерила щелочь. Молоко, прежде чем начинать изготавливать мыло, мы должны заморозить. И теперь приблизительно половину щелочи я всыпаю в замороженное молоко, слегка его перемешиваю и отставляю в сторону для того, чтобы она немножечко успела подтаять. Затем попозже мы введем вторую половину щелочи. И теперь я отмеряю наши твердые масла в емкость. Было масло ши, теперь масло какао, масло кокоса и пальмоядровое масло. Это 4 твердых масла, которые я буду использовать. Еще у нас в рецепте будет касторовое и оливковое масло. Так как объем баттеров в твердом состоянии достаточно большой, а емкость для растапливания твердых масел у меня не очень большая, я в 2 этапа растапливаю их в микроволновой печи. Вначале одну порцию чуть подтопила, и затем кладу вторую и еще раз ставлю в микроволновку. И пока мои твердые масла растапливаются, я отмеряю жидкие. Большое ведерко, в котором буду готовить само мыло. Итак, всыпаем вторую половину щелочи в молоко. А вы знаете, что в молоке присутствует лактоза, олигосахариды, и при высоких температурах молоко наше может начать гореть. То есть, если вы смотрите и понимаете, что молоко начинает приобретать более темный цвет, желтовато-кремовый такой цвет, это еще нормально. Если оно будет становиться коричневатым, бежевым, это нехорошо. И такое изменение цвета будет означать, что ваше молоко сгорело, и мыло может иметь очень неприятный запах. Если вы новичок, то лучше сразу емкость, в которой вы будете готовить щелочной раствор, поставить в еще одну большую емкость с холодной водой со льдом. Щелочной раствор на молоке, он более густой, я его предпочитаю процедить через сито. Дальше я буду использовать коллоидную овсянку. Если вы не сможете найти такую, можно взять обычные овсяные хлопья, хорошенечко размолоть в кофемолке до состояния пудры и использовать ее. Овсянка оказывает успокаивающее, смягчающее действие на кожу, очень так нежно и бережно отшелушивает верх роговой слой. Ее используют для ухода за очень чувствительной кожей, сухой, увядающей, кожей, склонной к атопическому дерматиту. Она используется в косметических средствах самых различных брендов. В этом рецепте след наступает не очень быстро, поэтому овсянку я вводила после введения щелочного раствора в масла. И дальше мы будем погружным блендером доводить нашу массу до следа, иногда его включая. Дальше я буду добавлять аромат. И хочу вам сказать, что в это мыло не нужно добавлять лактат натрия и лимонную кислоту. Лактат натрия у нас будет образовываться из козьего молока при взаимодействии со щелочью. И благодаря ему мыло будет обладать антибактериальным эффектом, являться мощнейшим увлажнителем, будет восстанавливать поврежденный липидный слой, возвращать к жизни обезвоженную, увядающую кожу. А лимонную кислоту мы не должны вводить в это мыло, потому что она створожит наше молоко. Прикасаясь к мыльной массе блендером, вы видите, что блендер оставляет на ее поверхности такие характерные следы. И я понимаю, что моя масса уже доведена до достаточно толстого следа. Теперь я смогу ее переложить в форму. Будет отстучать формой об стол, для того, чтобы пузырьки воздуха, если они у нас есть в мыльной массе, вышли на поверхность и мыло при нарезке не имело дырочек. Молочное мыло делается безгелевым способом, поэтому для того, чтобы избежать прохождения стадии геля, нам нужно будет его поставить в холодильник. Вначале можно даже на час или два поставить в морозильную камеру и потом держать в холоде мыло до застывания. Сейчас я делаю верхушечку на своем мыле и затем поставлю мыло в холод и покажу вам процесс нарезания моего мыла. Это уже будет происходить на следующий день. Мыло я делала вечером. Ночью оно у меня простояло в холоде. Утром я его достала, и еще 12 где-то приблизительно часов оно у меня просто стояло на столе для того, чтобы оно сделалось немножечко потверже. И теперь я буду его нарезать, и пока вы будете наблюдать за процессом,
Я хочу поделиться своей радостью. Недавно у меня был день рождения, и старшая дочь сделала мне такой очень неожиданный для меня подарок, очень приятный. Она сделала интернет-магазин, в котором я теперь смогу предлагать вам приобрести товары, которые я делаю, продукты косметические и рецепты. Так что добро пожаловать! Для новых покупателей будет скидка 10% на первую покупку. Для этого нужно будет ввести промокод при оформлении заказа. Он будет указан в описании, в инфобоксе под видео. Итак, вот так вот мое мыльце выглядит. Оно получилось замечательное. У него ровная текстура. По ощущениям молочное мыло всегда бесподобно. Мне очень нравится. Это ощущение, как будто вы пользуетесь не мылом, а молочком или крем-мылом. У этого мыла нежнейшая, плотная, мелкопористая пена. После него совершенно не сушит кожу. Если вы до сих пор не пробовали делать молочное мыло, обязательно попробуйте. Это мыло стоит того, чтобы его приготовить. Большое спасибо вам за то, что смотрите мои видео. Я рада, что могу дать вам какую-то информацию, поделиться тем, что я умею и знаю. Очень надеюсь, что эти видео для вас интересны. Если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, пожелания, пишите в комментариях под этим видео. И, как всегда, в конце предлагаю вам подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. Нажать на колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки, если для вас было полезно это видео. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Любая ваша активность помогает в ранжировании канала, и большее количество людей смогут видеть мои ролики. Еще раз большое спасибо за ваши просмотры, за вашу поддержку и за то, что вы остаетесь со мной. Всего доброго, до свидания.